Снова здравствуйте. Давайте сегодня поговорим на тему дегельминтизации. Сейчас у нас на дворе вторая половина января. Во всяком случае, у меня сейчас. Когда выйдет видео, это вопрос уже отдельный. Но, в общем-то, все, у кого есть дети, которые учатся в школе, знают, что в феврале практически всегда начинаются различные эпидемии гриппа. Школы закрывают, детские садики закрывают. На всякий случай. Вот. Или по факту. Но эпидемии случаются. Возникает вопрос. Вот эти эпидемии гриппа, они запланированы так каждый год в одно и то же время происходят. Потому что это кем-то действительно запланировано, и вирус старательно распространяется в одно и то же время. Либо вспышки ОРЗ, гриппа, ОРВИ происходят по каким-то другим причинам. По большому счету ответ здесь кроется и в той плоскости, и в другой. С одной стороны, да, против людей, другими людьми ведется необъявленная биологическая война, да, вас старательно сокращают, в том числе вот такими вот скромными вещами. Вот. А с другой стороны, этому способствует сезонное снижение иммунитета. Что за сезонное снижение? Здесь все достаточно просто. Я уже неоднократно в различных своих статьях и видеороликах рассказывал о том, что человек заражается глистами просто по факту того, что он дышит. Это, скажем так, абсолютно естественный факт. Вопрос второй. Что человек должен делать для того, чтобы минимизировать последствия такого заражения? Люди раньше знали, что надо делать, ели достаточно много зелени, ели лук, чеснок, потом всем рассказали о том, что это фу, и заставили жевать жевательные резинки, вот, отбивающие запах, значит, чеснока и лука, и вообще всем рассказали, что это фу и неприлично, вот. Хотя еще в мое детство я прекрасно помню, что очень много в общественном транспорте было людей, от которых несло качественным перегаром чеснока или лука. Именно чеснока и лука, а не попыткой забить этим запахом запах алкоголя. Вот. Сейчас значительно меньше таких. Значительно меньше. Это, видите ли, не камильфо уже. Ну ладно. Так вот. Дело в том, что в январе, в начале февраля, сезон размножения углистов. Весной вы ими заражаетесь и получаете первую вспышку. Летом тоже достаточно активно все болеют. Просто народ списывает это на что попало. Ах, тут сквознячок продуло, когда на дачку, значит, приехал и дачку проветривал. Другой считает, что его продуло в машине, третий считает, что его продуло кондиционером, но все ходят с соплями, а очень многие умудряются даже воспаление легких подхватить летом. Вот. То есть, человек это такая скотина, что с ним не делай, он упорно ползет на кладбище и объясняет это любыми различными причинами. Значит, но все-таки летнее питание достаточно богато зеленью, фруктами. Вот. И это проходит, ну так, смазана картина. Осенью люди начинают снова носом шмыгать. И опять они списывают все это дело на то, что резко похолодало, тут переохладился, тут опять просквозило. Хотя на самом деле просто-напросто сократилось в рационе количество фруктов, свежей зелени,
и, собственно, гельминты развернулись. У меня есть серия видео по гельминтозам, где я просто-напросто зачитываю справочник, медицинский справочник. Просто сижу и читаю, никакой отсебятины. И там очень четко по каждому глисту написана симптоматика. Это нарушение работы желудочно-кишечного тракта, значит, это аллергии различного рода, вот, плюс что-то еще. Но вот эти вот два, они обязательны. И это не сходство симптоматики, нет. Это на самом деле, значит, нарушение работы ЖКТ и аллергии, значит, это и есть следствие гельминтоза. Просто вот эту общую полную симптоматику разбили на отдельные кусочки и обозвали. Это, значит, проблема с желудком, это проблема с 12-перстной кишкой, это, значит, проблема с этим, это проблема с этим. Хотя на самом деле причиной является гельминтоз. Все. Все очень просто. Я это могу утверждать вот так вот смело по одной простой причине. Значит, как только человек справляется с гельминтозом, так вот эти вот все перечисленные проблемы у него исчезают сразу и одновременно. То есть у него перестает болеть желудок, у него перестает болеть кишечник, у него пропадают проблемы с желчным пузырем, с печенью, вот, и так далее. Пропадают аллергии, что характерно. Если целенаправленно заниматься, астмы куда-то деваются вдруг. Вот. И исчезает точно так же куча симптоматики, куча других заболеваний. Вот в чем дело, что характерно. Мне абсолютно монопенисуально мнение каких-то продвинутых, там, может быть, медиков или кого-то еще, диванных экспертов, вот, которые тут что-то понаслушались, там понаслушались. По одной простой причине. Потому что я сам себе практик, вот, и в состоянии отслеживать результаты вот этих всех вещей на вполне себе конкретных людях и многочисленных примерах. Что примеры показывают, я только что уже сказал. Почему-то здоровье у людей становится значительно лучше. Хотя бы просто после того, как они проходят дегельминтизацию с детоксикацией. Вот. Так вот. Возвращаясь все-таки к февралю. В январе-начале февраля у глистов гон. Они начинают интенсивно размножаться. В результате вылупляются очень много новых маленьких червячков, которые точно так же, как их взрослые, значит, родители, не просто едят. И едят они не ту кашку, которая у вас в кишечнике, а кушают они, присосавшись к стенке кишечника, поглощая кровь вашу, насыщенную вот всем тем полезным, то есть они вас объедают. И сюда же они гадят. И вот эти вот токсины, это их дерьмо, оно всасывается у вас в кровоток. Не должно, но всасывается. Для вас это является ядом. Это ухудшает ваше самочувствие уже. Это нарушает, например, работу кишечной микрофлоры. Когда много глистов в одном месте, они каждый по отдельности вот прогрызает там слизистую к сосочкам в тонком кишечнике присасываясь. Когда их очень много, получаются эдакие эрозии. Понимаете? То есть местами слизистая повреждена. Получается, стенка кишечника перестает быть защищенной.
Ее начинает раздражать та пища, которая проходит там. В толстом кишечнике, например, это очень хорошо видно по симптоматике, когда в кале появляется алая кровь. Это один из симптомов гельминтоза, что много глистов в одном месте, они повредили, они обеспечивают кровоизлияние. Вот. Человек идет в туалет, у него кал идет с кровью, со свежей кровью, с алой кровью. Это один из симптомов. Это не я придумываю, это, извините, медицинские данные. И так далее и тому подобное. И вот это вот интенсивное размножение глистов приводит к падению иммунитета и, соответственно, большему восприятию, значит, восприимчивости к инфекции. Вот в чем дело. Соответственно, рекомендуется, значит, я это уже тоже много раз говорил, рекомендуется проходить курсы дегельминтизации 2 раза в год. По весне раз, когда, ну там очень удобно, в начале лета, когда осина начинает просыпаться, кора осины легко отделяется, и эта кора используется как раз таки для дегельминтизации очень активной. Значит, и второй раз все это дело в конце осени, вот, для того, чтобы захватить вот этот период размножения, чтобы размножаться было некому. Ну и, соответственно, между вот этими 2 периодами поддерживать рацион питания таким образом, чтобы там присутствовало достаточно много активных продуктов, являющихся глистогонными. Вот. Вообще, средства так, об этом чуть позже. Значит, на тему аскаридоза. Если кто думает, что это такие маленькие червячки, их там, ну, несколько штук, ну, подумаешь. Ну, ничего подобного. Ничего подобного. Зачастую запоры обеспечиваются именно глистами. Причем механическим образом. Не то, что там кишечник не справляется, или там воды мало пил, да, там. Нет. Просто-напросто вот этот клубок затыкает собой кишечник, обеспечивая непроходимость. Где-то, значит, организм справляется с этим. Проталкивает, пропихивает, но идет медленно. Потом человек идет в туалет, значит, испражняется, но обычно, особенно сейчас, конструкции унитазов такие, что рассмотреть, чем же ты сходил, не представляется возможным. Все сразу туда падает, в воду, вот, потом все это дело смывается, все, это не видно. А те, у кого унитазы еще более-менее старой советской конструкции, с площадкой, те имеют возможность увидеть в кале много слизи. Дело в том, что глисты крайне редко выходят с калом в целом виде. Они очень быстро гибнут и очень быстро разлагаются. А когда они разлагаются, они выглядят в виде нитей слизи. Все. Поэтому все такие спокойные, хотя вопросом никто не задается. А откуда же, собственно, у него вдруг вот эти вот нити слизи? Они выглядят, например, как макароны, там, спагетти. Вот. Запросто. Бывают случаи, это я уже несколько раз сталкивался с описанием, причем в том числе мне и практикующие врачи рассказывали об этом, когда после применения глистогонных средств выходили аскариды достаточно большой длины. Не как описано 15-20 сантиметров длиной, а значительно длиннее, до полуметра и значительной толщины. Вот.
То есть описывают это как выглядело именно как змея. И такое бывает. Ну, правда, в таких случаях человек, носитель таких глистов, он выглядит уже достаточно бледно в прямом смысле. У него обычно анемия, у него очень низкий гемоглобин, у него потеря сил, и сам он худой. Несмотря на то, что он много ест. Это как раз таки тот самый классический случай, когда человек от глистов худеет. Многие говорят: да ты что, я вот вроде как не такой худой, нет у меня глистов. Да, значит, худым ты будешь только тогда, когда у тебя будут глисты вот такого размера, которые будут очень интенсивно тебя объедать, выпивая твою кровь изнутри. Просто-напросто. Все. Сталкивался с тем, что в некоторых случаях люди с нарушением работы желудочно-кишечного тракта, значит, обращались к медикам, те им назначали колоноскопию, то есть пытались через задний проход камерой рассмотреть, что там в кишечнике не так. И упирались в то, что камера не проходила, зонд не проходил. Что там мешало? Ну, врач не понимает. Хотя по всей симптоматике у человека непосредственно как раз таки вот такие вот гигантские аскариды в кишечнике. Вот. Если врача предупредить, что надо искать, ну, вполне вероятно, что он опознает то, что он там обнаружил. Но если врача не предупреждать, а сам он будет думать, что такого не бывает, если он не изучал в институте в полной мере курс паразитологии, а так по вершкам сейчас обычно скачут. Ну да, глисты есть, глисты бывают вот такие, симптоматику они могут давать вот такую, схожую с симптоматикой заболеваний ЖКТ, схожую с симптоматикой астмы, схожую с симптоматикой аллергии, ну и собственно все, да. Вот. Поэтому считаю, что ну вот такого обычно не бывает. Да, дальше. Средства. Какие у нас бывают средства? Средства у нас бывают, например, глистогонные. Вот к глистогонным относятся у нас как раз таки пресловутая куркума, тот же самый перец кайенский. Вот. Там происходит что? Вот эти вот элементы питания, они просто-напросто гонят глиста. Глисту становится некомфортно, он уходит. Значит, но с одной стороны есть плюс, глисты уходят. Правда, уходят они не все. С другой стороны остаются их яйца. Поэтому употреблять вот такое вот требуется очень долго, не меньше 3 месяцев. Но дело в том, что это чревато тем, что будет происходить постоянное перезаражение. То есть это надо есть постоянно. В принципе, это возможно. Значит, с другой стороны, да, вторая группа средств. Ну, их можно назвать выводящими. Например, к этому относится комплекс из настойка мужского папоротника, плюс там сладкий чай, плюс коньяк. Вот у Свящева это, собственно, описано, в определенное время это выпивается. Там все очень просто. С одной стороны, блокируется сладким чаем, привлекается как раз таки, значит, глист. Вот. А потом он парализуется настойкой мужского папоротника. И потом, значит, за счет применения слабительных средств кишечник его извергает. В этот момент глист парализован, он не может зубами ни за что уцепиться и переждать непогоду, что называется, да? Его просто-напросто смывает.
Вот. Из минусов, во-первых, достаточно сложная схема, во-вторых, ни разу не гарантирует все это хозяйство. Вот. В-третьих, у нас сейчас нет подходящих слабительных средств. Вот. Те, которые использовались раньше, сейчас они не продаются. Солевые, конечно, можно использовать, но главное, чтобы там не было тиосульфата, иначе он начнет абсорбировать вот эти активные вещества, настойки мужского папоротника, вот, коньяк там и так далее. Вот. Но и опять же, в этом случае остаются яйца. И третья группа средств – это, так сказать, уничтожающие, то есть к ним, например, относится кора осины. Там дело в том, что алкалоиды, которые содержатся в коре осины, они разрушают оболочку яиц глиста, они разрушают, соответственно, значит, непосредственно шкуру глиста. Вот. И как раз таки при применении коры осины обычно народ активно отмечает в кале очень много слизи, нитевидной. То есть глисты активно уходят, при этом разлагаясь по пути. На сегодняшний день использование коры осины является одним из наиболее эффективных средств. Все остальные идут, скажем так, в комплексе к коре, обеспечивая там различные этапы. Вот. Вот эти вот средства, они должны выводить глистов из кишечника. Они должны выводить из крови, уничтожать в крови. Как, например, тот же самый чеснок. Ну, извините, не просто чеснок на маслице, как некоторые рекомендуют. Раздавить чеснок, залить маслом, там, настоять, потом кушать. Дебилы. Называется, слышал звон, не знает, где он. Это все должно всасываться в кровь. Интенсивно всасываться в кровь. Для того, чтобы работать в крови, и личинки гельминтов, которые в кровоток, значит, проникли, чтобы они там уничтожались. Чтобы это все уничтожало глистов в легких. Вот. Например, для этого как раз таки в моих рецептах присутствует деготь. Он очень интенсивно гонит глистов из органов дыхания. Соответственно, они попадают в пищевод, проходят через желудок, выживают они в желудке, выживают, ребятки. Вот. А дальше все их через кишечник, в общем-то, и выгнали. Вот. Или уничтожили. Вот. Поэтому вот эти вот все средства, да, они разных групп, они работают по-разному, и требования к ним совершенно разные. Одни должны всасываться в кровь, другие не должны всасываться в кровь. Поэтому одни, например, во время еды используются, другие используются до еды, третьи используются, значит, между приемами пищи. Одни настаиваются на спирте, другие, соответственно, едятся ложкой, третьи делаются в виде водного отвара или настоя водного. Вот. Потому что разные средства, они по-разному действуют. И когда вы находите в сети какой-то рецептик, типа, вот вы берете вот это, плюс вот это, едите, и через 2 недели у вас глистов не будет. Чушь, бред и ересь. У некоторых глистов инкубационный период составляет 36 суток. Эти 36 суток, вот яйца попали, через желудок прошли, они там не разрушаются. Они просто-напросто, скажем так, чуть размягчились для того, чтобы глисту было легче вылупиться. Вот это вот все прилипло в кишечнике, и там же находится вот эти вот 1,5 месяца почти. Вот. Месяц и неделю. Понимаете? И вот он там спокойно любые практически средства, кроме каротины, спокойно пережидает. Без всяких проблем. То есть, ну хорошо, вы поели 2 недели. Часть взрослых глистов из кишечника ушла. Но туда вернулась та часть, которая у вас в этот момент
путешествовала, например, с кровотоком. Или подрастала, сидя в легких, потому что легкие для глистов, по большому счету, это детский сад. Понимаете? И так далее. Вот. Поэтому реальный рецепт у нас была в свое время, сейчас тоже работает эта компания NSP. Вот. У них были очень мощные комплексные рецепты, составы против гельминтов. Потом кризисы один за другим, вот, или не совсем кризисы, но почему-то эти средства пропали из списка производимых. Пришлось, соответственно, напрячься, сделать все это хозяйство самостоятельно. Вот. Но еще раз повторяю, значит, если кто-то считает, еще раз, что я сейчас тут сижу, что-то придумываю, ребят, я не могу рассказывать все нарастающим итогом. У меня очень много статей на сайте уже выложено. Много статей, написанных не мною, там же лежит. Достаточно много видео на эту тему, где я уже все подробно описал, то, что не описал здесь. Здесь я коснулся гельминтоза только в свете темы дегельминтизации. Что вот те схемы, которые вам предлагают, как, например, эваларовская тройчатка, которая на самом деле уже 4 компонента содержит, вот, они недостаточны. Аптечные средства, которые продаются, они категорически недостаточны. Если вы примете те дозировки, которые вам будут достаточны, вы потом будете год печень восстанавливать. При этом всем яйца гельминтов останутся на месте. Вот. Аптечные препараты должны приниматься только по жизненным показаниям. В принципе, все, что я хотел сказать. Ссылки на мой сайт, ЖЖ и так далее находятся под видео в описании. Заходите, читайте, подписывайтесь. Рецепт, да, рецепт от дегельминтизации платный. Если я его сделаю бесплатным, во-первых, это расползется по сети, во-вторых, в дико искаженном виде, вот, и работать перестанет. Точно так же, как куча других рецептов, которые в свое время я выкладывал. Вот. Например, с тем же кайенским перцем, или, например, с той же самой настойкой от гипертонии. Уже нахожу, уже все дико искажено. Вот, а народ уже не понимает, откуда все это дело пошло. Поэтому свои авторские рецепты я держу при себе в платном виде. Кому надо, тот знает, что ему это надо. Вот. Окупается все это дело очень быстро. Вот таким вот образом, собственно. Так что думайте своей головой, слушайте умных людей. Вот, и будьте здоровы. Всем пока.